Здравствуйте, друзья! Сегодня будет обзор на чайник фирмы Scarlett. Модель называется SC-EK27G83. Это один из дешевых чайников, но в то же время популярного бренда. В данном случае бренд Scarlett. Я к таким брендам отношу чайники фирмы еще Redman, Polaris, Viteki. Это чайники, которые у вас точно отработают 1 год, может чуть подольше, потом, скорее всего, работать не будут. Это чайники, которые покупаются для работы, для офисов, где раз в год 1000 рублей можно потратить, чтобы сотрудникам выделить чайник, потом купить новый, либо же для дачи. Для квартиры я бы такой чайник, конечно, покупать не стал. А вот для работы офисный такой вариантик, то что надо. Данный чайник Scarlett SC-EK27G83 я приобретал в магазине DNS за 999 рублей. Если, конечно, с дуру пойти в магазин и просто так его купить, то его можно и за 2290, как мы видим, продают в магазинах МВидео, у которых, кстати, якобы самая низкая цена. Хотя МВидео может спокойно один чайник вам продать, второй подарить, еще на варе останется. Вот, как видите, этот же чайник в DNS шопе стоит всего 999 рублей. Тут вот есть описание данного продукта. Мощность 2200 Вт, 1,7 литра, характеристики. Также есть отзывы о данном продукте. Вот кто-то пишет, проработал всего 2 недели. Покупкой довольны, очень красиво гармонирует подсветка. Недостатки: чайник неженка, не подходит для обычной воды из-под крана, но это бред, конечно. Все, он подходит. Но тем не менее, вот самый главный недостаток — это крышка неплотно прилегает. Носик на чайнике с крышечкой, и это тоже не всегда удобно, когда наливаешь воду в стакан. Она под давлением открывается, и боюсь однажды, что этот комок воды плюхнется и перельется мне на стол или на ноги. Это вот о чем я говорил вам в прошлом обзоре на хороший чайник фирмы Bosch, что как носик устроен важно, чтобы крышка была, хорошее крепление имела. Но тем не менее, ребята, вот за 999 рублей это действительно чайник для офиса, для работы. Ну, либо же на дачу, где вы там приезжаете на выходные, да, вот такой вот чайник самое то. Это не для квартиры. Вот 1000 рублей ему цена адекватная. Можно даже за 1500 взять. Я думаю, если вам директор выделит деньги на новый чайник, это будет вполне достойная сумма, 1500 не пожалеет. А вот когда вы чайник там за 4000 захотите купить, ну вряд ли вам такие деньги дадут. Скажут: ребята, вы не охренели, купите что-нибудь попроще. И поэтому будете просто каждый год покупать новый чайник и радоваться. Данный чайник продается вот в такой вот коробке. У нее есть ручка, достаточно удобно тащить из магазина. Коробочка легенькая. Вес данного чайника всего 900 граммов, то есть вместе с коробкой это будет где-то килограмм. Так что, опять же, удобно для покупки на работу. Ну а теперь посмотрим, как данный чайник выглядит внутри, как он упакован. Ну вот, как видите, все завернуто по уму здесь. Такой вот от царапин предохраняющий пакет. Отдельно также в коробке лежит пакет с подставкой для чайника. Сейчас я это все достану и покажу, как это все выглядит. Ну вот, в общем-то, друзья, сам чайник. Он достаточно небольшой. 1,7 литра действительно, вряд ли сюда больше воды войдет. Вот он пока новенький еще. Ну, посмотрим, как он открывается. Вот кнопка включения. Ну, включается, выключается. Вот крышка. Нажимаем на кнопочку. Крышка должна, в моем понятии, все-таки открываться, но открывается она вот так вот чуть-чуть приоткрывается. И дальше руками мы ее поднимаем.
Наливать воду будет, видите, она не полностью открывается. Мне кажется, не совсем удобно. Опять же, для дома не берите. На работу можно. На работе потерпите. Там не так часто будете чай пить, только в обеденное время, я думаю. Круглый нагревательный элемент, называется он еще скрытым. Греет он быстро воду достаточно, должен, по крайней мере, быстро греть. Ну, закрывается нормально, вот носик. Вот так вот чуть-чуть приоткрывается этот носик. Вот ведь чайника с обратной стороны. Ну, тут, как обычно, шильдик фирменный, где написана модель, название чайника. У чайника вот такая вот подставка. С обратной стороны подставочка выглядит вот так вот. Здесь можно на нее накрутить проводок, лишнее убрать, зацепить вот за эти вот штуки, ребята. Вот таким вот образом можно зацепить проводок под подставку. Скажу честно, не знаю, кому это надо, этот провод убирать, вот так вот туда запихивать, поскольку этот провод, ребята, ну, очень маленький. То есть вот это вот вся длина провода. Один оборот вокруг подставки, я не знаю. Ребят, ну, наверное, полметра сэкономлено на всем. То есть розетка должна быть просто вплотную этого чайника. Кстати, вот в этом чайнике, чтобы провод под подставкой провести, только один вырез подставки. Поэтому, если вы обмотаете вокруг подставки лишнюю часть провода, то можно сделать только один виток сразу, чтобы опять же вывести его вот здесь. То есть нет в других местах никаких прорезей. Это жесть, конечно. Дешевые чайники. У них сэкономлено на всем. Вот так вот данный чайник выглядит вместе с подставкой. Что у него ломается, судя по отзывам, что я читал, это, конечно, ненадежная крышка, и у них очень часто ломается кнопка самого включения. Отгорают контакты у этой кнопочки. Я так понимаю, что там тоже все сэкономлено на проводах. Сделано без всякого запаса прочности, и оно гарантию вырабатывает. Вот чем хороший чайник, он гарантию свою выработает, как правило, год отработает, может полтора, потом накроется. Если возьмете чайники ноунеймы какие-нибудь, типа Национал, есть вот такие вот сейчас в продаже, маскируются под знаменитый бренд. National раньше был Panasonic, вернее Matsushita концерн делал Panasonic, National, Technics. То сейчас это бренд для мелкой техники. Эти чайники, я просто на отзывах читал, у кого-то 3 дня отработал, у кого-то 5 дней, у кого-то дольше работает. Соответственно, те чайники брать нельзя, а вот таких вот брендов, как Скарлетт, да, можно, но ненадолго. Вы должны поменять, что вы будете раз в год этот чайник менять. Ну а дальше просто посмотрим, как он работает, как он кипятит водичку. Ну вот, друзья, включил я данный чудо-чайник в розетку. Сейчас попробуем его включить. Посмотрим, что будет. Загорелась синяя подсветочка. Ну, в принципе, симпатично, особенно в темноте будет. Правда, не скажу, что очень хорошо видно, сколько здесь налито воды благодаря этой подсветке. Хотя нет, вот отражается, да, можно разглядеть. Посмотрим, за сколько минут он закипит. Вот я засек время. Также, как он будет шуметь во время работы. Сейчас пока поставлю на паузу, через минуту включу. Видео продолжим. Ну вот, друзья, прошла ровно 1 минута. Чайник чуть-чуть теплый. То есть за минуту он не нагрелся. Ну ладно, будем считать, что очень холодная вода была. Сейчас она стала чуть-чуть теплее, чем комнатной температуры. Посмотрим, что будет еще через минуту. Ну вот, прошло 2 минуты. Чайник потихоньку начинает шуметь. Вода уже градусов 40, наверное. Да, кстати, у этого чайника тоже стоит сеточка, никакого фильтра нейлонового в нем, слава богу, нету. Хотя бы не надо будет менять фильтры. Но работает, ребята, он шумно. То есть, ну, я считаю, что он шумит прилично по сравнению с дорогими чайниками. Но опять же, что считать приличным шумом? Для меня это сродни такого звука
Блин, я даже не знаю. Включенной горячей воды на полном напоре, наверное, вот из-под крана. Вот примерно так же гудит. Сейчас посмотрим, что будет дальше. Вот 4-я минута проходит. Уже можно воду пить, если бы она была кипяченой. Уже градусов 70 вода. Я так полагаю, что еще 1 минута, и он, наверное, закипит. И пока опять же выключу на паузу. Пройдет 5 минут, включу видео. Ну вот, друзья, прошло 5,5 минут. До чайника уже почти не дотронуться. Налил я его полный объем, 1,7 литра. Ну давай уже, закипай. Так, прошло 6 минут после включения. Ну, кстати, не скажу, что прям он очень громкий на самом-то деле. Ну, такой. Есть чайники и погромче, но и не тихий. Так, друзья, 6,5 минут, вот чайник закипает. Сейчас посмотрим, как у него сработает автоотключение. Семь минут. Ну, 7 минут так себе время, ребят, не очень мало. Но он уже кипит, реально кипит. Вот, только-только закипел. Сейчас вырубится, я надеюсь. Семь минут 20 секунд. Да, вот пошел пар. Все, выключился. Ну, в принципе, здесь все четко. Такой вот чайничек. Так что, если кому-то в офис надо, а директор деньги жмотит, блин, вот лучше не найдете. Из дешевых, не ноунеймов, а все-таки бренд какой-никакой, Scarlett. Рекомендую покупать. Больше, в принципе, сказать о нем нечего. Сейчас, кстати, скажу, пахнет он или нет. В интернете читал отзывы, что он сильно запах имеет пластика дешевого. Сейчас я это проверю. Кстати, интересная вещь. Вот он нагрелся и горячий. Крышка открывается у него, ребята, полностью нормально. У холодного не открывается, вот у горячего, когда это не надо. Что-то с пластмассой произошло, и она открывается. Кнопочка зато нажимается достаточно туго. Пока он горячий, действительно туго. Но крышка открываться стала как надо, а не чуть-чуть прикрытая. Запах пластика на самом деле я не чувствую, но есть такой чуть-чуть запашок. Знаете, вот просто новой такой вещи. Вот. Его, конечно, я так полагаю, раз 20, может быть, скипятить. Может быть, раз 10. Запах этот улетучится. Это вот просто новым пахнет он. Просто у многих друзей такие чайники. Те, кто не любит много денег на такие предметы выбрасывать. И у них они все без запаха. Я хожу в гости, пью чай. Почти у всех либо Scarlett, либо Redmond, кому не зайду. Вот, да, их меняют где-то раз в год, как я вам и говорил. Но тем не менее пользуются, пьют воду нормально. Ну, раз 10 вам его вскипятить придется. Может быть, с лимонной кислотой 1 раз вскипятите, чтобы вот этого запах нового пластика ушел, потом он пахнуть все-таки не будет. В отличие от некоторых брендов вообще совсем ноунеймов, у которых этот запах пожизненно останется. Ну и плюс колба стеклянная все-таки, тут пахнуть-то особо нечему. Только что вот этот вот верх дает запашок.
Ну и последний тест, конечно же, посмотрим, как будет наливаться вода в кружку из этого чайника. Наливаю я левой рукой. Блин, надеюсь, не пролью. Не, ну, ребята, льется нормально, тоненько. Наливать можно. По носику вроде ничего не стекает. Так что тут, в принципе, претензий к чайнику нет. Ну-ка, водичка. Да вы знаете, водичка не пахнет. Но правда, я лимонную кислоту все-таки добавил сейчас вот уже в горячую воду. Так что можно пользоваться. После кипячения у данного чайника очень сильно нагрелся контакт внизу. Вот который идет к этой подставочке на самом чайнике. Я думаю, потому что достаточно долгое время он все-таки воду кипятит. За это время сильно греется контакт, и возможно вот это вот и приводит к тому, что со временем обгорают контактики у данной кнопочки по электрике. Если бы он грел минуты за 4 воду, наверное, такого бы не происходило. Вот, ну. Еще этот чайник, кстати, не только для офиса, а вот читал я отзыв, где он 3 месяца отработал. Там у человека вода с известью. Известь, вот если у нас питерская вода, в ней много ржавчины, она ржавчиной покроет этот круг. А есть где много извести. Известь, она не теплопроводящая. Поэтому если она осядет на нагревательном элементе, сам элемент перегреется, чайник выйдет из строя. Вот, а вода будет еще дольше греться, пока он не вышел из строя этот элемент. Поэтому если у вас в воде много извести, то смысла брать дорогие чайники нет. Вы все равно их будете раз в год менять из-за накипи. Тут уже судьба такая. Ни стиралки, ни чайники, ни посудомоечные машины. Везде, где вот эти вот нагревательные элементы, ваша техника будет, к сожалению, выходить из строя. Ну а если вы хотите чайник сохранить, чтобы он долго работал, придется покупать бутилированную воду тогда. На этом обзор заканчиваю. Может быть и пригодится, кто хочет такие вот чайники присмотреть себе недорогие. Всем пока, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. Спасибо, что досмотрели данное видео до конца. Пока-пока.